Как я услышал на одном из подкастов, чтобы высоко прыгнуть, надо сделать шаг назад, разогнаться, и у тебя все получится. Но мы сделали максимально большой шаг назад, чтобы у нас было впереди все хорошо. Всем привет, дамы и господа, вы на канале Джейм Тайм. Мы с вами показываем чистую правду при самых хороших моментах, самых плохих моментах. Расставим все точки над «и». Постараемся никого не обидеть и рассказать, что вообще происходит и так далее. Пойдемте. Очень много всего произошло, и хочется все это как-то вам рассказать, почему, что, как, чтобы не было домыслов, каких-то догадок. Первый вопрос, самый главный: кто принимает все эти ужасные решения, с помощью которых мы оказались там, где мы есть? Мы не какой-то микс и так далее, есть организация, стаф, менеджеры, тренеры, игроки, и не бывает такого, что один человек какой-то продавливает свое решение. Нет. То есть, если нет незаменимых людей, нет, и ты обязан работать в команде, и любой результат, который ты добиваешься его в команде. Что победа на мажоре, что какие-то маленькие победы, это все общее решение. Да, на ком-то больше ответственность, на ком-то меньше, кого-то могут прислушиваться больше, кому-то меньше, но никогда не будет того, что один человек продавил, либо продавил даже 50 на 50. Очень редко бывает такое, что не подавляющее большинство принимает какие-либо решения. Я как капитан могу на себя взять, на самом деле, большую часть ответственности, потому что мало когда будет принято решение, с которым я не согласен. Я как капитан плюс тренер — это люди, которые берут общее мнение, взвешивают и доносят до организации, руководства. Но это все совместный процесс, и в конце мы тренер-капитан, организация, и мы принимаем такие решения. И вот так. Второй вопрос, на который хочется ответить: почему кикнули Норберта Давида Данильяна? Мы как команда столкнулись с тем, что наша система, снайпер-капитан, вообще мы столкнулись с ней до мажора. Вообще эти мысли постоянные, что для того, чтобы это все работало, нам нужны люди, ротейторы, подходящие с синергией, восприятием игры одинаковые. Но это невозможно в связи с тем, что, например, у нас Леха и Давид одного типа игроки, одни роли. И Леха, большое ему спасибо, что он в ситуации, когда нам всем было плохо, когда от нас ушли два игрока, встал на роли, которые ему не свойственны, на которых он никогда не играл, и начал на них учиться. Да, не на всех, но на большую часть ролей. Мы, играя так, добивались какого-то успеха, но мы все равно упирались в потолок наших возможностей, возможностей нашей команды. Чтобы не тратить время, потому что Blast, по которому мы готовились, там не самая лучшая была подготовка, но все равно оказался показателем того, что моменты постоянно всплывают, из-за которых мы проигрываем. Принято было решение попробовать нового типажа игрока, молодого, то есть Фейм был хорошим примером того, как игрок может играть, когда ты его с нуля берешь и пытаешься ему влить какую-то информацию. Да, и мы попробовали Кайрона. Кайрон, почему? Он молодой, он подходит по ролям очень сильно, типаж личности такой. Да, нет опыта вообще никакого на про-сцене. Очень мало он играл, хоть роли подходящие, но все равно эти роли на тир-1, а не другие. И мы с этим столкнулись, начали это все работать, из-за того, что не рассчитали количество времени, циклов, плотности турниров, из-за этого выгорели, как показалось потом. В тот момент мы мыслили тем, что дистанция, первое время будет все плохо, потом все будет хорошо, и мы сыграемся, посмотрим. Если прям все ужасно, мы в любой момент Давида можем вернуть, либо как-то перетасовать все и играть дальше. Может даже взять капитан. Это всегда, тут нет неприкосновенных. Если результаты средние-ниже среднего, то всегда есть возможность взять капитана нового, взять игроков под него, взять снайпера и тренера. И все, новая команда. Такое произойдет в любой момент, вы сами это не успеете понять, как все, меня нет. Такое тоже всегда возможно, либо Досана. Потом, второй вопрос, на который я отвечаю. Кайрон. Почему это произошло, что вообще случилось, что за клоунада, что за цирк, Не вынося кухню внутреннюю, у большей части команды пропала вера в то, что мы можем выигрывать в этим составом. Было принято такое решение, что если мы эти команды не можем выигрывать, на full фокус, на full заряде, с хорошей подготовкой, праками, результатами на прак, дело просто в наших головах, и нам надо воспользоваться единственным шансом для того, чтобы сделать этот ран. Как тогда мы сделали, такая вера есть, что мы способны выигрывать кого угодно, в этим составом есть химия и синергия. Попался Mouse Sports, сильный соперник, который впоследствии обыгрывает Фейс, который Grand Slam, и все. Мы вылетели. Позор, не попали на мажор, из 11 слотов мы не выходим. Мы имеем в конце, что у нас есть два игрока, которых убирают, возвращают. Со стороны кажется, будто несправедливо, какого черта. Но это же все заранее обговаривается, и я думаю, что у игроков нет каких-то недопониманий, и они не в шоковом состоянии. Обидно,
все с этим сталкиваются, но, блин, что есть, то есть, это спорт. Как Кайрон, как игрок? Что такое с ним? Почему не вышло с ним, почему его заменяют? Отвечая на этот вопрос, могу сказать, что без лести, без какой-то там вещи, он является одним из там самых талантливых игроков СНГ. Там в топ-5 ходят любых игроков, которые в любую команду усиляют. Чтобы это произошло, но должна быть подходящая среда и система. Не каждый игрок сможет заиграть в нашей системе, не на каждых ролях. Потому что спрос и то, что мы ждем от определенных игроков, будучи там я снайпер-капитан, да, и не просто так акцентирую, да, что вы должны брать во внимание, что снайпер-капитан — это другая игра, другая команда, другое восприятие игры. Это необычно там Бумыч, Нафаня, Керриган, Хукси, то, что бегут, и как бы игрок-капитан может взять все в свои руки. В нашей системе я крою, и человек должен сделать так, как я думаю. Понимаете, это совершенно другое. Поэтому надеюсь, что вы поймете разницу, да, банально с этого одного примера. По поводу Санька. Он постоянно прогрессирует, развивается, но для нашей команды в тот момент, когда мы брали Давида обратно, этого было мало. Мы там понадеялись на какое-то чудо, которое произойдет, да, там всей команды. Тенденция его игры положительная и хорошая, но для того, чтобы нам дальше выступать сильно, нам нужно либо менять капитана с Саньком, либо искать игрока с большим количеством опыта на его место, чтобы он смог там реализовать какие-то мои идеи и то, как я хочу, чтобы мы играли. В команде, в которой будет Давид и Кайрон, очевидно, не будет хватать опыта. И эта команда очень там юна, с учетом снайпера-капитана, да, там, допустим, типа Спиритом попроще, мне кажется. Взять там снайпера Вандерфула, и Чоппер там может менять игру там самостоятельно, вести за собой. А в нашей системе это, ну, невозможно. Ну, очень много, короче, нюансов, и потом когда-нибудь я расскажу вам о этих нюансах. Я, блин, эту роль играю 5 лет, я уже прям полностью ее изучил. И чтобы звезды сошлись, надо, чтобы у тебя был Колдзера, Фер, Фоллен и еще 2 чела, которые мега опытные батьки. Тогда ты можешь быть командой, которая претендует на любой титул. А вот такие разовые вещи, там выстрелы, это ну не то, к чему мы все стремимся, и не то, ради чего мы работаем. Возвращаясь к теме, вот в команде с Лехой и с Кайрон есть опыт, есть там молодые, но там не было синергии. То есть Давид — то элемент, который связует нас всех, и нам всем как бы комфортно. Понятно, что там дело не в Сане, он там хороший чел, хороший парень, там открытый, общается, не токсик, не dead inside. Просто разница большая в интересах. Если вот так даже отрезать его и добрать вместо Давида любого игрока, у нас команда каких-то там, знаете, непонятных людей, которые собрались только ради игры. С точки зрения спорта, там, в спорте это нормально, там профессионалы играют. Но в киберспорте как будто еще не до такого уровня, что люди там, особенно когда нет замен, да, то есть тебя никто не стимулирует развиваться. Ты так жить не можешь. Ты должен быть там другом, братом своему игроку, и у вас должна быть определенная химия, синергия, чтобы вы там, находясь по 3 месяца, по 4 вместе, вы от друг друга не уставали или хотя бы минимально уставали, и все друг другу на коннекте. Ну и вот такие проблемы, и ты выбираешь там из меньшего зла, и на что ты больше веришь. Как-то так ты живешь, не знаю, тренируешься, выгораешь, ломаешь себя и веришь, что ты все равно можешь выиграть, потому что ты КС. Поэтому постарался быть с вами максимально откровенным, честным. Не хотел никого там обидеть из своих тиммейтов. Не хочу говорить какие-то вещи и ситуации, в которых вы можете воспринять не так. Потому что я знаю, что вы можете что-то из контекста вырвать и подать это не под тем соусом, под которым это все на самом деле выглядит. Насколько сильно ты расстроился после такого плохого выступления? На самом деле, первые день-полтора было очень ужасно, потому что, во-первых, ты заходишь, видишь новости всякие, видишь параллельные матчи, которые играются, и в голове ты понимаешь, что в ближайшие 2 месяца, пока будет идти этот турнир, мажор, ты будешь за всем этим следить и понимать, что ты даже туда не прошел, поэтому состояние было просто ужасное, но потихонечку начинаю отходить, понимаю, что надо двигаться дальше, впереди другие турниры, надо хорошо выступать, показывать себя, обнуляться и идти вперед. Есть мнение, что дело не в Саньке, а дело в том, что вы как команда очень плохо играли и сделали крайним его. Как ты к этому относишься? На самом деле дело не в Саньке, дело во всей команде, в нас, потому что большую часть во время игры решение принимает я, Жека, Достан, помогает со стороны, там Леха отчасти. И Санька на самом деле тут винить нельзя, потому что он, говорю, молодой.
на нем никакой ответственности не было, и ответственность вся на нас, наверное. Вот так. Привет, Петь. Расскажешь, может, о своей форме на этом турнире? Или расскажи, пожалуйста, причины, по которым мы так выступили, что ты считаешь было неправильно? Привет. Хочется, наверное, извиниться перед нашими истинными, настоящими фанатами, которые за нас болеют, переживают. Да, это ужасный результат от нас, от команды, как от игроков индивидуально тоже, от меня в том числе. Тяжело сказать, почему такие результаты. Мы очень много тренировались, очень много проводили времени вместе в игре. Было не так много выходных, все время старались уделять. Не всегда труды окупаются, и не всегда все зависит от тренировок и от времени, наверное, потраченного. И где-то, может, сказалась какая-то химия, роли и так далее. Ну, это очень тяжелый вопрос. Но что хочу сказать от себя. Да, моя индивидуальная игра в этом сезоне оставляет желать лучшего. Я это осознаю. И мне кажется, что на моих позициях я должен перформить намного лучше. И идет как бы разрез с моими ожиданиями от самого себя. И я думаю, от командных ожиданий тоже. Так что постараюсь впредь перформить лучше, потому что я должен это делать. Буду делать все, что от меня зависит. Нужен правильный майндсет, как это было в прошлом сезоне, когда мы выигрывали. Правильный майндсет, состояние, как и тренировки тоже. Все вместе должно давать хороший результат. Так, Алексей, почему мы провалились? Честно, объективно. Но вся предыстория, как мы стали к этому турниру, я считаю, идет от очень сильного перегорания. Уже даже под конец мейджора, когда мы играли Абу-Даби и там провалились, я чувствовал то, что каждый тут где-то чуть-чуть перегорел. После проигрыша на Абу-Даби мы снова сделали замену, и опять нам нужно было по этому циклу перестраиваться. В виде ролей у меня там появились сопартящие роли, и Санька мы хотели сделать, мою, условно, предыдущую роль. Человек, который будет влиять на матчи, который будет принимать ответственность. И было проделано очень много работы за эти 3 месяца. 90 дней где-то мы тренировались эти 3 месяца. В конце мы где-то потратили 1000 часов, чтобы прийти на этот мейджор накачанными. Но дело не всегда в часах. Ну что, Давид, welcome back. Рад ли ты вернуться в про КС? Рад ли ты возможности ебашить челов? Они все тут ходят, смотрят на меня и на нашу команду как на мусор, который не прошел. Мы черти. Готов ли ты заново получать эти инвайты? Сори, Давид, что мы потеряли все, что мы таким трудом зарабатывали. Ганновер впереди. Участие на EPL. Ну да, по идее, слот на EPL пиздец нужен. Ну да, что-то они как косо как-то все смотрят, и на меня Они забыли папочку Мэджи Виннера. Они реально забыли, кто им когда-то там в Рио пизды давал. И просто напомнить всем командам, что мы, сука, не пальцем деланные. Легендарный состав снова вместе. Да. Ты в целом не участвовал во всем том дерьме, которое мы все сделали. У тебя есть свежесть, ты не тренился, ты готов разваливать. Как ты считаешь, есть ли у нас будущее? Ну, вообще, я фулл свежий. Единственное, мне там чуть нервы подпортил Faceit Prem. Вот, я там чисто туда в говно наступил, так сказать. Вот, а так, если рефрешнуться в целом всей команде, я думаю, что после плеер-брейка, я не знаю, там, когда CS2 выйдет и так далее, но в CSGO будет все заебись, я так считаю. Нужно просто чуть-чуть рефрешнуться нам, вам. Главный вопрос, что дальше? А дальше у нас ничего нет. У нас впереди новая игра. Непонятно еще, с кем мы будем играть, на каких турнирах мы будем играть, как мы упадем в рейтинге. Спасибо все, что смотрите, поддерживаете в хорошее и в плохое время. Это должно сделать нас сильнее. Пока.